И всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и с целью сэкономить вам средства. Конкретно это Польза Live. Польза Live, здесь у нас больше 100 обзоров вот таких одним кадром. Что это значит? Это значит, что я на основной модуль, в основном, разумеется, покажу, как работает телевик. Ультраширик здесь не получится показать, как работает, потому что в одном кадре у нас великий и ужасный этот К80, будущий, наверное, Poco X7 Pro, скорее всего, его еще обрежут. Не может снимать 4К 60 FPS на ультраширик, на фронталку перейти нельзя. И напоминаю, что если вы хотите, чтобы этот банкет продолжался, а больше 100 уже подобных обзоров есть на канале, для того, чтобы вы могли оценить, насколько хорошо что работает в одинаковых условиях. Одно лицо, один лифт, один пляж, одно солнце. Вот, как прыгает баланс белого. Подписываемся на канал и пишем, чтобы я продолжал, потому что мне кажется, эта выборка полезная. Для информации, кому очень захочется смотреть все это дело на ВК, я перегрузил это дело частично и, скорее всего, даже все выгружу, но сразу ВК ест качество, и то, что вы видите на YouTube, если вы откроете даже не на телевизоре, а на каком-нибудь ноутбуке с более-менее приличным экраном, к сожалению, вы будете видеть, что качество у отечественных платформ хуже. Они обрезают, потому что у них не хватает места. Опять же, это субъективное мнение. У меня там несколько хороших мониторов, и я оценить это дело могу. Но для чистоты эксперимента я обязан был про это напомнить. Сколько будет весить файл, сбросит ли он FPS и все остальное, я, разумеется, напишу в своей личной телеге. На нее тоже подписывайтесь. А если хотите помочь проекту, подпишитесь еще на ТГ скидок. Там, кстати, до сих пор что-то еще много полезного, несмотря на то, что уже за 100 далеко доллара. А напоминаю, что вся электроника покупается за валюту. Все, вступительная речь закончена. Что у нас на обзоре? Это Redmi K80 Pro. Сразу Redmi K80 у меня уже прошел границу, на обзоре будет. Сразу Realme Neo 7, разумеется, обзор будет. Я его уже купил, и он уже прошел границу, его неделю разблокировали. По поводу этого смартфона, он очень сильно смахивает внешне на Civi 4, помните? Я его, кстати, до сих пор китайский продать не могу. уже сколько? Почти полгода, если не больше. Но внешне он нравится девушкам. И я уже говорил, что я проводил опрос, продолжаю проводить этот опрос. Вам, может быть, он не нравится. Мне он тоже нравится. То есть, но мне было удивительно, что какой-то Android смартфон кому-то был интересен из разряда «О, покажи». Там щупали, еще что-то. Тактильно очень приятный, в металлическом корпусе. Сразу спойлерну, что это, как всегда, не в рекламный обзор. Если он рекламный, я сразу говорю рекламу, пишу в рекламу, в описании реклама, в прикрепе реклама, и еще и в ТГ в скидках вы видите, я пишу: выгрузил рекламу, ура. Рекламы давно не было, вот так на Infinix поменялись менеджеры, скорее всего у меня ее больше не будет, но я их и так закупил, без всяких реклам. Так вот, что по поводу Redmi. Его, разумеется, брать не стоит, но нам интересен он чем? Вот X6 Maximum Zoom, тем, что это дело в перспективе будет у нас в глобалке. И, разумеется, ценник будет другой. Интересно, что они оттуда выпилят. Как мне правильно сказали, приходит он со, по-моему, 120 ватт блок зарядки. Автономность его норм до уровня, не знаю, 24% он поедает в час в играх. Но, учитывая, что у него Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 8 Elite это последний, напоминаю, самый мощный Qualcomm-овский проц, очень даже неплохая автономность. Зарядка быстрая, ультрабуст, беспроводная зарядка на 50 ватт на секундочку тоже поддерживается. Помимо этого, сразу обращает внимание, когда ты ее достаешь, этот аппарат, что у него металлическая рамка, сразу обращаешь внимание на то, что у него IP68, разумеется, в основном обзоре я его топил. Напоминаю, что мы его жарили на канале Польза Стримы. Возможно, я его оставлю для того, чтобы сравнить потом с Pocophone. Я пока думаю над этим. И из интересного еще, разумеется, то, что этот великолепный смартфон может очень прилично снимать. То есть сейчас вы видите, как он снимает. Я не знаю, в чем прикол Xiaomi, но они стали, как Huawei, выкручивать контраст при съемке. Но это лирика по поводу еще каких-то его суперсилы. Далеко за 500 ppi у него плотность пикселей. Пиковая яркость, по-моему, у меня была 1600 люксов, что вполне достаточно. Плюс прямые грани. И, говорю, в тотале мы имеем
очень-очень хороший девайс, если бы не одно но. Но про это но мы чуть-чуть позже поговорим. Так вот, прямые грани, быстрая зарядка, быстрая беспроводная зарядка, еще и защита от влаги. Еще возникает вопрос, если вот такой вот пул, неужели Redmi сделали флагман? К сожалению, нет. Почему? Потому что фронталка печаль. Ну, вы можете посмотреть ролик. Не полная печаль, но прям не фонтан. Ультраширик в 4К 60 FPS не снимает. А Sony Lite 800, который у них вставлен вот в этот смарт, не назовешь ты его супер-мега флагманским сенсором. И хотя отличительная особенность бюджетников от Xiaomi у них выпилена. Какая отличительная особенность? У него AOT Always on Display полноценный. То есть никаких там 10 секунд, минуты или еще какой-то дребедений нет. И это, конечно, радует. А если говорить конкретно, вот кому-то понадобится Xiaomi, помним, что разблокировать загрузчик у Xiaomi для перепрошивки потом на Global не так и просто. К сожалению, уже. И 20-го бенда у него нет. Плюс агрегация частоты, плюс помним, что все-таки китайскую версию Redmi можно продавать. То есть, если вы себе купите, может быть, вы и найдете себе клиента потом. Потому что, как я часто говорю, очень редко, когда китайский производитель для какого-то другого рынка сделает лучше смартфон, чем для своего родного, в котором бодрых 1,5 миллиарда человек покупают смартфоны, и в котором они реально борются за каждый квадратный миллиметр. Но к чему я хотел подойти? Вот смотрите, первое, вот так вы можете снимать закат, и это максимум X6, шумы, но это все лирика. Если против солнца, то вот так, кстати, я сейчас, наверное, здесь, если не растянусь, будет великолепно. Я не продумал. Здесь ил. И, в общем, смотрите, если, может быть, это будет последний какой-нибудь ролик из разряда вот, смотрите, что у блогера было снято. Так вот, если говорить про данный смартфон, снимает он неплохо, этот Lite 800, но он не флагманский. 4К 120 FPS здесь отсутствует. Телевики, ну как бы, вот ничего здесь нет, кроме основного сенсора, о чем хочется говорить. Сформулируя, наверное, так. И опять же, по поводу съемки, какие бы ты циферки ни говорил, не знаю, там, какая у него апертура, какой размер пикселя, какой размер сенсора, куда они там допилили ИИ, допустим, как это Vivo вообще рисует, даже видео Vivo умудряется рисовать. Если Xiaomi своим ИИ, как и Huawei, ну Huawei, понятно, у них мощностей не хватает, просто подкручивает у видосов контраст. Кстати, в стоке здесь я не нашел RAW формата у Xiaomi. Может быть, я плохо искал, но это было интересно достаточно. Вот так. Плюс хочу отметить, что здесь довольно приличный перекос по звуку. Мне очень понравилась вибра. Какое-то оно необычное. Может быть, из-за размеров смартфона. Смартфон, по ощущениям, пусть и не компакт чистокровный, но ощущается как довольно небольшое устройство. И если говорить о целом ощущениях от данной железки, это флагман. То есть, хотя я вам сейчас распинаюсь по поводу того, что это не флагман с точки зрения каких-то маленьких элементов, но опять же, этих маленьких элементов иногда во флагманах и не бывает. Но основные его минусы, смотрите, вот сейчас айкушки выгружают с iQOO Neo 10 начиная. Потом после iQOO Neo 10 они выгружают iQOO 13, iQOO Neo 10 Pro. У всех есть обходная зарядка. Здесь ее в игровом режиме нету. У всех 144 Гц экрана. Понятно, что там в 3 приложениях, которые нам интересуют, если вообще не в нуле, это дело будет работать. Или в всяких... Там можно разлочить, но, опять же, 144 Гц мало где увидите. Здесь 120 Гц экран. Но основной минус, что здесь с теплоотведением, скорее всего, из-за размера смартфона, и они что-то где-то не додумали. Очень все плохо. То есть 340 люксов на данный момент после начала игры в PUBG New State мне не выдавал даже iPhone. Он там в Геншине у нас сбрасывал. Или в супер тяжелых стендов 2 сбрасывал. Понятно, до 200 люксов. Но это дело очень недолго способно держать яркость выше, чем
800 и буквально через несколько минут дропает до 300. Это непозволительно, потому что Redmi все-таки это игровые устройства а-ля бюджетные. Пусть он даже нафарширован, пусть это версия Pro, надеюсь, к K80. Очень часто, кстати, Pro-версии безумно перегреваются, а обычные версии нормальные. Ну, я, в принципе, скептически отношусь всегда к Pro-версиям. Что Honor там 200 Pro, 300 Pro, что, не знаю, Poco F6 Pro, что Poco, ну, кроме Poco X6 Pro. Poco X6 Pro был, есть и остается легендой за свои деньги, потому что я, кстати, его разыгрываю, напоминаю, на основном канале ежемесячно. И раньше, да, закупался я по 18-19, теперь по 24-23. Напоминаю, что у Poco X6 Pro, кстати, еще индийские версии появились. Это довольно странная тема. Но я, к слову, даже не копался, в чем индийская глобальная версия Poco X6 Pro отличается от обычной, но она на 10% дешевле. Иногда, кстати, в индийских версиях батареи меньше, но мы не о Poco X6 Pro общаемся. Здесь у нас основная миссия и цель данного ролика, я считаю, достигнута. Мы посмотрели, как может отрабатывать в лучах заходящего солнца Redmi K80 Pro. Скорее всего, пишите ваши ставки, будет ли это Poco X7 Pro. Поддерживайте канал комментом, можете и хейтерским, главное без мата. Повторяю, что при данных цифрах у меня запас лет 10 для канала. Если дропнется все еще сильнее на процентов 25 основного, до 25, то есть 4 раза, то тогда, наверное, лет 5. Так что производителям все равно не особо будет весело. Напоминаю, что больше 100 роликов подобных на канале, то есть вы можете открыть и посмотреть, как тот или иной смартфон в тех же самых условиях отрабатывал. Я стараюсь покупать все. Напишите, на что еще интересен обзор. В ближайшие 2 недели мне придут все новинки, кроме Honor 7 Pro, потому что он дорогой, и кроме Red Magic 10 Pro, но я его тоже купил, и он тоже придет, но он будет уже в феврале. В общем, в январе мы прогоним, скорее всего, все. Я Asus Phone 9 Pro не буду покупать, слишком дорого, я его не смогу потом перепродать. Девайсу от меня, скорее всего, однозначно да, потому что это интересная железка, и Redmi порадовали тем, что они идут вперед. 500 с лишним люкс, PPI плотность. Вау, тач мне понравился. Зарядка быстрая, беспроводная здесь. И пусть они поколдовали с дизайном, что кому-то как-то что-то не понравится, но по мне и Civi нравились. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Девайсу в китайском исполнении однозначно нет, но в глобалке посмотрим. Добра и удачи вам, дорогие друзья.